какой-нибудь. Замечательно. Представляем набор для сбора и фиксации ДНК из водной среды. Состоит из шприца Жанет объемом 160 мл с разъемом Луерлок, обычного шприца с объемом до 2 мл, перчатки нестерильные, пара, фильтрующая насадка на шприц, этикетка, заглушки на фильтрующую насадку и пробирка с буфером Лангмайера. Все. Так, далее процесс сбора водной ДНК. Достаем перчатки. Надеваем. На всякий случай обрабатываем все 10% раствором белизны. Далее вскрываем шприц. Забираем воду. Далее достаем фильтрующую насадку. А тут тебя снимать или поближе инструменты? Инструменты, разумеется. Достаем фильтрующую насадку. Открываем. Накручиваем ее на шприц. И проводим фильтрацию воды. После того, как отфильтрован один объем, запор воды, накручиваем фильтрующую насадку снова и проводим фильтрацию. Минимальный объем 450 мл, максимальный в зависимости от ваших целей. После того, как отфильтрован весь необходимый объем. Погромче чуть говори. После того, как отфильтрован весь необходимый объем воды,
Набираем в шприц немного воздуха и додавливаем последние капли. Далее подготавливаем буфер Лангмайера. Достаем малый шприц. Открываем пробирку с буфером. Используя иголку, забираем из пробирки буфер в полном объеме. Избавляемся от иголки, скручиваем фильтрующую насадку. Пропускаем через фильтрующую насадку ионизирующий буфер, буфер Лангмайера в полном объеме. Далее надеваем на выводной конец одну из заглушек, снимаем шприц. И накручиваем на вводной конец другую заглушку. Вот так выглядит зафиксированный фильтр. Так, пауза. Все. Зафиксированный фильтр помещаем в отдельный пакетик с этикеткой. На этикетке фиксируем всю необходимую информацию. Значит, дату сбора, то, как вы назвали станцию, ну вот и как ее подписывать. Дату сбора, то, как вы назвали станцию. Глубина, объем отфильтрованной воды обязательно. Все, образец хранится до 1 недели при комнатной температуре. Для длительного хранения помещается в морозилку при -20. Но руками фильтровать довольно сложно. Для помощи процессу решено использовать модифицированный пистолет для герметика. Нам понадобится одноразовый пакет типа фасовка. Для чего? Предотвращения контаминации. Устанавливается шприц
таким образом и проводится фильтрация. Вот намного легче и быстрее. Есть и более высокопроизводительный путь использования вакуумного насоса, подсоединенного к колбе Буэна через серию коннекторов. Также фильтр у нас на фильтр с обратной стороны накручивается переходник соответствующий, и на переходник надевается силиконовая трубка одноразовая. Значит, фильтр подсоединяется к одному концу колбы Буэна. Мы опускаем всю эту конструкцию в воду. Так, видно? На другом конце подсоединяется как раз таки вакуумный насос, самый простой китайский. Используется для его питания любой источник 12-вольтовый. В данном случае просто батарея от шуруповерта. Можно использовать автомобильный аккумулятор, ну либо мотоциклетный. И пошла фильтрация. В данном случае нет необходимости в очень мощном насосе. Ровно с такой же скоростью будет качать воду и стационарный вакуум. Исследователю остается только сидеть и наблюдать. Да. Созерцать. Так, допустим, отфильтровали мы необходимый объем воды. Далее снимаются с фильтра все коннекторы, и ровно таким же образом, как и делалось раньше, фильтр фиксируется. То есть через него пропускается буфер Лангмайера, и с двух сторон он затыкается заглушками.